История Mercedes начинается в 1886 году, когда человек по имени Карл Бенц создал первый автомобиль с бензиновым двигателем. Несколько лет спустя, в 1901 году, компания Бенца объединилась с Daimler Motoren Gesellschaft, которая была основана Готлибом Даймлером и Вильгельмом Майбахом. В результате слияния родился бренд Mercedes-Benz, который мы знаем сегодня. Название Mercedes на самом деле происходит от имени дочери австрийского бизнесмена, который финансировал разработку ранних двигателей Daimler. Daimler Mercedes-Benz — всемирно известная автомобильная компания, специализирующаяся на автомобилях класса люкс. История логотипов. В июне 1909-го компания Daimler Motoren Gesellschaft зарегистрировала фирменные 4- и 3-лучевые звезды в качестве торговой марки, однако по факту использовала только последнюю. Символика обозначала превосходство марки во всех направлениях — на земле, в воде и в воздухе. Чтобы понять, как Daimler-Benz стал предпринимателем с оборотом в $1 миллиард, нам нужно вернуться в 19 век, когда пионерами автомобилестроения были Готлиб Даймлер и Карл Бенц. Хотя они никогда не встречались, они оба разработали первые в мире автомобили в одном и том же году. В начале 20 века Эмиль Елинек обратился к Daimler Motor и Gesellschaft с просьбой разработать новый тип автомобиля, который был бы легким, красивым и быстрым. Вильгельму Майбаху было поручено спроектировать гоночный автомобиль, который соответствовал бы техническим требованиям Елинека. У Елинека была привычка участвовать в автомобильных гонках под псевдонимом Mercedes, так звали его дочь. Когда Daimler Motor и Gesellschaft представили ему свой первый инновационный автомобиль, Елинек назвал его Mercedes 35 PS. Это было первое использование названия Mercedes на транспортном средстве, и в 1902 году Daimler Motor и Gesellschaft зарегистрировали название Mercedes в качестве товарного знака. Родился бренд Mercedes. В 1926 году Daimler-Benz была создана в результате слияния Daimler Motor и Gesellschaft, а также Benz и Sea, двух старейших в мире производителей автомобилей. Это слияние заложило основу для того, что, вероятно, стало самой большой историей успеха в регионе Южная Германия за все время. Однако это не был брак по любви, поскольку двух новаторов, Карла Бенца и Готлиба Даймлера, уже не было в живых. Банки оказали на них давление с целью слияния из-за тяжелой ситуации, в которой оказался мир. Немецкая автомобильная промышленность столкнулась со значительными проблемами в 1920-х годах из-за высокой инфляции и многочисленных кризисов. Обвал немецкой валюты и потеря важных зарубежных рынков оказали негативное влияние, а приход новых иностранных производителей на внутренний рынок привел к серьезному структурному кризису в немецкой автомобильной промышленности. Интересный факт. В 1979 году Mercedes представила концепт-кар под названием C111, максимальная скорость которого составляла 270 км в час. Этот автомобиль так и не был запущен в производство, но это было значительное достижение в области автомобильного дизайна и инжиниринга. Во время Второй мировой войны Daimler-Benz производил транспортные средства и авиационные двигатели для нацистского режима. К сожалению, подневольные рабочие и заключенные концлагерей сыграли значительную роль в массовом успехе компании за это время. Гитлер был поклонником Mercedes-Benz и использовал автомобили марки для официальных государственных мероприятий. После войны Daimler-Benz был восстановлен и начал фокусироваться на автомобилях класса люкс, укрепив свой статус автомобильного бренда высокого класса. В первые годы Mercedes выпускал автомобили, которые были роскошными, мощными и инновационными. Одной из самых известных ранних моделей был автомобиль Гран-при 1908 года, который стал первым автомобилем, оснащенным сотовым радиатором. Этот автомобиль также задал тон гоночному успеху Mercedes, поскольку в том же году он выиграл Гран-при Франции. В последующие годы Mercedes продолжал внедрять инновации и раздвигать границы автомобильного дизайна, производя такие автомобили, как SSK 1928 года выпуска, который был известен своим элегантным дизайном и мощным двигателем. После войны компания вернулась к производству автомобилей и продолжила внедрять инновации. В 19
1950-х годах Mercedes представила 300 SL Gullwing, спортивный автомобиль, который мгновенно стал классикой. Этот автомобиль был известен своими характерными дверями крылья чайки и элегантным дизайном, и он стал символом 1950-х годов. В современную эпоху Mercedes продолжает внедрять инновации и выпускать одни из самых технологически продвинутых автомобилей в мире. В 1991 году Mercedes представила S-класс, который стал первым автомобилем, оснащенным электронным контролем устойчивости. Эта технология помогла предотвратить занос и несчастные случаи, сделав вождение более безопасным для всех. Mercedes также был пионером в области гибридных и электрических автомобилей, выпустив такие модели, как B-класс Electric Drive и S-класс Plug-in Hybrid. Mercedes-Benz является старейшим в мире непрерывно действующим автомобильным брендом, и что на протяжении многих лет компания была ответственна за многочисленные автомобильные инновации, включая первый легковой автомобиль с дизельным двигателем. В целом, у людей сложилось положительное мнение о современных автомобилях Mercedes. Многие водители ценят роскошный и элегантный дизайн бренда, высокотехнологичные функции и эксплуатационные возможности. Многие модели оснащены передовыми системами помощи водителю, такими как предотвращение столкновений и предупреждение о выезде с полосы движения, которые помогают обеспечить безопасность водителей и пассажиров на дороге. Однако некоторые водители выразили обеспокоенность по поводу высокой стоимости обслуживания и ремонта автомобилей Mercedes. Запчасти и рабочая сила для ремонта могут быть дорогостоящими, что может отпугнуть некоторых покупателей от выбора Mercedes. В последние годы Mercedes также подвергался критике за переход к более электронному управлению, которое некоторые водители считают менее интуитивным и более сложным в использовании, чем традиционные механические элементы управления. Кроме того, некоторые водители считают, что последние дизайны бренда стали слишком похожими на разные модели, и им не хватает индивидуальности. В целом, несмотря на то, что Mercedes по-прежнему пользуется прочной репутацией за роскошь и производительность, бренд сталкивается с постоянными трудностями в поиске баланса между инновациями и неподвластными времени качествами, которые десятилетиями делали его популярным выбором среди автолюбителей. Mercedes продвигает свои продукты не только в автомобильной сфере. Знали ли вы, что у компании есть свой собственный аромат? Он называется Mercedes-Benz Le Parfum и был создан в 2012 году. Автомобили марки Mercedes-Benz популярны среди требовательных покупателей, поэтому большое число компаний занимается настройкой и доводкой автомобилей данного бренда. Среди наиболее известных фирм можно выделить следующие. AMG – официальное тюнинговое подразделение компании, специализирующееся на высокопроизводительных модификациях заводских моделей марки. Двигатели AMG собираются вручную и оснащаются ярлыком с подписью инженера, работавшего над силовым агрегатом. 100% акций предприятия находятся во владении концерна Daimler AG с 1999 года. Brabus – немецкое тюнинговое ателье, входящее в часть концерна Mercedes-Benz Group AG, при этом не является официальным тюнинг-ателье Mercedes-Benz, но специализирующееся в первую очередь на автомобилях марки Mercedes-Benz, а также других выпускаемых концерном Mercedes-Benz Group автомобилях, таких как Maybach и Smart. Carlson Автотехник – немецкая компания, один из ведущих мировых тюнеров в области стайлинга и автомобилей. Рентех – тюнинг-ателье из Флориды, США, основанное в 1989 году Хартмутом Фейхлом, бывшим работником подразделения AMG. Лоренцер – немецкое ателье, специализирующееся на модификации внешнего вида автомобиля, а также программах по улучшению производительности двигателей. Климан – компания из Дании, специализирующаяся на доработке моделей от Mercedes-Benz. Одна из областей, в которой Mercedes получил высокую оценку, это его усовершенствованные функции безопасности. Так, например, Mercedes сделали пуленепробиваемый автомобиль для Папы Римского. Компания выпустила несколько специальных бронированных автомобилей. Одним из самых известных является Папмобиль, изготовленный на заказ пуленепробиваемый Mercedes-Benz, которым Папа пользовался десятилетиями
сериями. В 1981 году папа Иоанн Павел II едва не погиб в результате покушения, что побудило Mercedes создать специальную, сильно бронированную версию PAP-Mobile. С тех пор этот автомобиль использовался несколькими папами римскими и является одним из самых культовых автомобилей Mercedes в истории. История AMG. Когда-то, не так давно, эта компания полностью располагалась в подвале старой сельской мельницы. Амбиции, основанные на превосходных инженерных знаниях. Время показало, что амбиции не были необоснованными. Сегодня, спустя 55 лет, они создают штуковины типа Mercedes AMG, и весь модельный ряд с трудом умещается на одном экране. История блестящей автомобильной промышленности происходит прямо на наших глазах. Ну-ну, подождите, на официальном сайте ничего подобного нет. Странно, но скорее не странно, а естественно. И сейчас вы узнаете почему. Эта симпатичная немецкая деревушка расположена в относительной близости от Штутгарта и имеет самое непосредственное отношение к происхождению AMG. Ханс Вернер Ауфрехт, буква А, буква М, Эрхард Мельхер, второй соучредитель, а Гроссаспах — название деревни, где инженеры трудились, это буква Г. По-видимому, немцы были очень привязаны к своей малой родине, иначе невозможно объяснить, почему они работали только в деревне с населением в 1000 человек. В общем, в июне 67-го Ауфрехт и Мельхер создали AMG. И знаете ли вы, почему их, по сути, выгнали из Mercedes, где они работали над созданием гоночных двигателей во второй половине 60-х? Mercedes решил, что сосредоточится на больших, комфортабельных и престижных моделях, и поэтому им не нужна гоночная программа для автомобиля. Первым важным событием для предприятия стала 24-часовая гонка в СПА 1971 года. Очевидным фаворитом был Камарро с двигателем 7.3, за рулем одного из которых был некий Лауда, Альфа-Ромео, Форд Капри и даже Москвич 412 с французским экипажем. Но разработка инженеров в лице Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 принесла победу в своем классе и второе место в общем зачете. Будучи тяжелым представительским седаном, автомобиль стал настоящей сенсацией, а наименование фирмы прозвучало по всему миру. В 1984 году Мельхер разработал совершенно новую собственную головку блока цилиндров с 4-клапановой технологией. Через 2 года фирма установила в купе Е-класса 5-литровый двигатель V8, который приобрел мировую известность под прозвищем The Hammer — молот. В конце 1980-х годов произошло сближение между AMG и концерном Daimler-Benz. Результатом совместной работы стал модифицированный вариант Mercedes-Benz 190, который с 1988 по 1993 годы одержал в целом 50 побед в гонках серии DTM Deutsche Tourenwagen Masters. С тех пор AMG стали известны благодаря своим мощным двигателям, спортивным подвескам и агрессивному стилю. В 1980-х годах они даже разработали автомобиль, способный развивать максимальную скорость более 300 км в час, что по тем временам было впечатляющим достижением. В 1990 году AMG стала официальным партнером Mercedes-Benz, и их автомобили начали продаваться через дилерские центры Mercedes-Benz. Это дало им больший доступ к ресурсам и позволило расширить свои предложения для более широкой аудитории. Они продолжали внедрять инновации и создавать новые модели, включая культовые AMG C63 и AMG GT. Сегодня AMG — это мировой бренд, который признан за свои высокопроизводительные автомобили и успехи в автоспорте. Они продолжают раздвигать границы возможного, и их автомобили пользуются спросом у энтузиастов и коллекционеров по всему миру. История двух парней, которые начали со старой мельницы и дошли до легендарной компании, которая выпускает эпохальные автомобили. И согласитесь, когда произносишь сочетание 3 букв AMG, ты будто слышишь рев 5,5-литрового V8, который скрыт под капотом с 3-лучевой звездой. Эти автомобили по-настоящему культовые и легендарные. И это показало миру, что небольшая компания в сельской немецкой деревне может достичь величия. Интересный факт. В 2006 году итальянская компания по производству обуви класса люкс Santoni совместно с Mercedes AMG выпустила специальную линию спортивной обуви Santoni for AMG. Эта линия обуви оказалась настолько успешной, что выпускается каждый сезон с 2006 года.
Реклама Mercedes-Benz также всегда выделялась своим фирменным исполнением и креативностью. Бренд никогда не жалел денег на маркетинг. Например, реклама системы Blue Efficiency. Система представляет собой технические решения по оптимизации расхода топлива и уровня выбросов. В аэропорту Йоханнесбурга был размещен билборд, который изначально представлял собой просто белую поверхность и логотип Mercedes-Benz. Спустя некоторое время на билборде накопились загрязняющие воздух вещества, и на белой основе четко стало видно сообщение: если бы большее количество автомобилей имели Blue Efficiency, вы бы не смогли это прочитать. Продвижение продукта Mercedes-Benz использует различные рекламные тактики для демонстрации своих новейших моделей, функций и технологий. Sorry. Это включает печатную рекламу, телерекламу, онлайн-рекламу, кампании в социальных сетях и практические маркетинговые мероприятия. Mercedes-Benz известен своей роскошью, производительностью и инновациями, и маркетинговые усилия компании направлены на усиление этих атрибутов бренда. Это включает в себя создание высококачественного контента, который демонстрирует историю компании, философию дизайна и инженерный опыт. Ориентация на конкретные рынки. У Mercedes-Benz разнообразная клиентская база, и компания адаптирует свои маркетинговые усилия к конкретным сегментам рынка. Например, компания разработала маркетинговые кампании, ориентированные на миллениалов, семьи и профессионалов бизнеса. Взаимодействие с клиентами. Mercedes-Benz уделяет большое внимание взаимодействию с клиентами, предлагая широкий спектр программ и услуг, которые помогают выстраивать долгосрочные отношения с клиентами. Это включает в себя программы лояльности, специальные мероприятия и персонализированные услуги. В целом, маркетинговая стратегия Mercedes-Benz сосредоточена на создании сильной идентичности бренда, продвижении своих продуктов и услуг по целому ряду каналов и взаимодействии с клиентами для построения прочных отношений. Производство автобусов. Mercedes-Benz Omnibus производит автобусы с 1895 года в городе Мангейм, Германии. Компания Mercedes-Benz внедрилась в Турцию в конце 60-х годов прошлого столетия. 1967 год. На берегах Босфора швабы основали компанию Otomarsan Otobüs ve Motorlu Araçlar Sanayi AS по выпуску автобусов. Сборка осуществлялась на заводе Давутпаша в Стамбуле. Объемы производства постоянно росли, и скромных мощностей стамбульского предприятия оказалось недостаточно. Компании принадлежало 36% акций. Остальные 64% поделили между собой на паритетных началах две турецкие компании — Менгерлер Тикарест ТАС и Хас Automotive. Первой выпущенной моделью был Mercedes O302. Через 2 года после начала производства Otomarsan стал экспортировать свою продукцию и немало в этом преуспел. Из 42 тысяч автобусов, выпущенных с 1968 года, более 17 тысяч было отправлено за пределы Турции. Компания Otomarsan продолжала развиваться и расширять свою линейку автобусов, выпуская модели такие как Mercedes O307, O404, O405, O407 и другие. В 1990 году компания перешла под полный контроль Daimler-Benz AG и была переименована в Mercedes-Benz Turk AS. Сегодня Mercedes-Benz Turk AS является одним из ведущих производителей коммерческого транспорта в Турции. Она производит широкий спектр продукции, включая автобусы, грузовики и специальные транспортные средства, а также предоставляет услуги по продаже, сервисному обслуживанию и финансированию транспортных средств. За более чем 50-летнюю историю компания Mercedes-Benz Turk AS сделала значительный вклад в развитие автотранспорта в Турции, а также экспортировала свою продукцию в различные страны мира. Конечно, автобусы Mercedes производятся не только в Турции, но и на нескольких заводах по всему миру. Наиболее крупные производственные площадки также находятся в Германии, Франции и Бразилии. Заводы в других странах специализируются на производстве определенных моделей автобусов, а также на обеспечении потребностей рынков в соответствующих регионах. Кстати, Mercedes производит широкий спектр грузовиков, специальных транспортных средств и даже мотоциклы. Одним из самых популярных грузовиков Mercedes-Benz является Actros. Это тяжелый грузовик, предназначенный для дальнобойных перевозок. Actros оснащен передовыми технологиями, такими как система автоматической коробки передач, система стабилизации, адаптивный круиз-контроль и многими другими. Он доступен в различных конфигурациях, включая сидельный тягач, тягач с кабиной спальней, самосвал и тяжелый фургон.
Другим популярным грузовиком Mercedes-Benz является Atega, который предназначен для использования в городских условиях. Atega доступен в различных вариантах грузоподъемности и оснащен передовыми технологиями, такими как система электронного управления двигателем и система дистанционного мониторинга. Mercedes-Benz также производит грузовики для специальных целей, такие как бетономешалки, автокраны, пожарные машины и другие. Они оснащены специализированным оборудованием и предназначены для выполнения конкретных задач. В целом, грузовики Mercedes-Benz являются высококачественными и надежными транспортными средствами, которые пользуются широким спросом как в Европе, так и в других частях мира. Mercedes-Benz также производит мотоциклы под брендом Mercedes-AMG. Эти мотоциклы оснащены мощными двигателями и предназначены для высоких скоростей и спортивного стиля езды. На самом деле это не совсем так. Mercedes-AMG, как подразделение Mercedes-Benz, занимается разработкой высокопроизводительных автомобилей и двигателей, однако существует другая немецкая компания, которая производит мотоциклы под брендом AMG. Это AMG Vertribes GmbH, которая является независимой компанией и не связана напрямую с Mercedes-Benz или Mercedes-AMG. Эта компания производит мотоциклы высокого качества, которые соответствуют философии AMG по созданию высокопроизводительных и эффективных транспортных средств. Mercedes, который сам объехал весь мир. В 2015 году команда инженеров Mercedes-Benz решила доказать возможности своей технологии автономного вождения, отправив самоуправляемый автомобиль в путешествие из Германии в Китай. Автомобиль, представляющий собой модифицированный седан Mercedes-Benz S-класса, проехал более 9000 миль и большую часть пути ехал сам. По пути автомобиль столкнулся с рядом проблем, в том числе с интенсивным движением в крупных городах и неблагоприятными погодными условиями, но в конечном итоге добрался до места назначения без происшествий. Казалось бы, про Mercedes уже и так все знают, и ничего нового мы вам не расскажем. Но еще есть несколько малоизвестных фактов. Mercedes участвовал в создании пилотируемого космического корабля. В 1960-х годах Mercedes-Benz внес свой вклад в создание космических кораблей, работая вместе с авиационной и космической компанией Messerschmitt Bölkow Blochum (MBB) и конструктором Рудольфом Штрабером над проектом пилотируемого космического корабля. Проект назывался Orbital Systems Vehicle (OSV) и предполагал создание корабля для полетов вокруг Земли, а также для перелетов на Луну и Марс. Mercedes-Benz внес вклад в проект, разрабатывая системы жизнеобеспечения и системы управления терморегулированием для космического корабля. Несмотря на то, что проект не был завершен, он продемонстрировал знания и навыки Mercedes-Benz в области разработки сложных и технологичных систем, которые нашли применение не только в автомобильной, но и в космической индустрии. Но даже в такой компании, как Mercedes, бывают громкие скандалы. В 2017 году правительство Германии приказало Mercedes-Benz отозвать 774 тысячи дизельных автомобилей, которые были оснащены устройствами обнаружения, предназначенными для обмана тестов на выбросы. Отзыв подушек безопасности Takata. Mercedes-Benz был одним из нескольких автопроизводителей, пострадавших от массового отзыва подушек безопасности Takata, которые были признаны неисправными и потенциально могли привести к травмам или смерти в случае аварии. Спор между командами Формулы-1. В 2020 году команда Формулы-1 Mercedes была вовлечена в спор из-за обвинений в обратном проектировании дизайна автомобилей конкурирующей команды. Спор в конечном счете привел к изменению правил, регулирующих этот вид спорта. Обвинения в сексуальных домогательствах. В 2018 году группа сотрудниц завода Mercedes-Benz в Алабаме подала иск, утверждая, что существует культура сексуальных домогательств и дискриминации. Дело было урегулировано во внесудебном порядке за нераскрытую сумму. Стоит отметить, что многие из этих скандалов и противоречий не являются уникальными для Mercedes-Benz и затронули также других автопроизводителей. Чтобы подвести итог, давайте рассмотрим некоторые менее известные факты о Mercedes. Mercedes, работающий на растительном масле. В 2007 году человек по имени Карл Хайнц Рехкопф попал в заголовки газет, когда переоборудовал свой Mercedes-Benz 240D для работы на растительном масле. Рехкопф, который был фермером, использовал автомобиль для перевозки урожая и хотел найти более экологичный источник топлива. Он модифицировал двигатель, чтобы он работал на фильтрованном растительном масле, которое он получал со своей собственной фермы. Автомобиль мог работать на этом топливе без каких-либо проблем, и Рехкопф
ездил на нем в течение нескольких лет, прежде чем в конечном итоге продать его. Мерседес, который въехал на стену. В 2011 году группа каскадеров установила новый мировой рекорд, проехав на Mercedes-Benz по 90-градусной стене. Трюк был выполнен в лондонском музее Бруклинс и включал в себя подъем автомобиля по специально построенному пандусу, который затем наклонялся вверх, создавая вертикальную стену. Водителю приходилось поддерживать точную скорость и угол наклона, чтобы машина не упала обратно вниз, но в конечном счете ему это удалось, и машина добралась до вершины стены.